Друзья, всем привет! Вы на канале Своими руками. С вами Макс Захаров. И сегодня мы рассмотрим, как же научиться рассчитывать толщину утеплителя для своего дома. Почти у каждого строителя, самостройщика подходит такой этап работ, когда нужно сделать утепление дома. И люди лезут в интернет, начинают рыться, как же сделать, утеплить 50 мм или 100 мм. Сосед сделал 50 и он доволен, ему хорошо и говорит, что чувствует себя прекрасно, но на самом деле на чувствах соседа тут сильно не сыграешь. Тут нужны точные расчеты, и иногда люди, роясь в интернете, находят средний, усредненный показатель и не могут точно выявить, какой же все-таки нужен тип утепления и самое главное, толщина утепления. Сегодня мы это рассмотрим, научимся рассчитывать конкретно в вашем регионе, под ваш тип стен, из которых построен дом или вы планируете строить дом, и конкретно тем утеплителем, который вы захотели купить, приобрести. Именно тем, а не похожим. Ну а кто досмотрит видео до конца, еще расскажу, зачем же все-таки утеплять дом, нужно ли вообще утеплять его и какие в этом плюсы и минусы. Ну а для начала, ребята, подпишитесь на канал, если первый раз у нас, поставьте обязательно лайкусик и комментарии, вопросы пишите, будем снимать чаще ролики. Подошел у вас такой этап в жизни, нужно сделать утепление дома. Первое, что нам нужно для этого сделать, это узнать коэффициент теплосопротивления в вашем регионе проживания. Для этого мы открываем интернет, берем карту городов теплосопротивляемости и выбираем из этой карты именно город ваш областной, или же еще есть такой нюанс, это нужно быть внимательным, или близлежащий город из списка. Потому что карта может быть большая, области у нас в России большие, областной центр может находиться с одной стороны области, вы можете проживать в другой стороне области, и там совершенно уже климат будет другой. И нужно смотреть близлежащий к вам город тогда. Мы получили вот такую таблицу. У нас тут условия эксплуатации там для регионов градусы сутки, это нам не интересно в данный момент. Мы ищем требуемое термосопротивление. Вот коэффициент термосопротивления. Выбираем ближайший город к нам или регион проживания, где ищем. Хочу уточнить, что это сопротивление теплопередачи стен. Это для стен. Это важно. В дальнейшем разберем для потолочных перекрытий. Например, выбираем город Екатеринбург. Так как я в Свердловской области живу, на моем примере разберем. Город Екатеринбург, и коэффициент у нас 3,57. Вот этот коэффициент, мы его сейчас запомним. Запомнили коэффициент 3,57, это для проживания по Свердловской области, для нас. Вы же ищете для себя свой город. У меня дом из пеноблока толщиной 300 мм. Если вы только планируете строить дом и планируете закупать материал, и вы определились с типом материалов, при закупке, пожалуйста, попросите на него сертификаты, вам или производитель, или организация, которая продает стройматериалы, они обязаны выдать сами эти документы. Но на всякий случай уточните, там в этих документах будет коэффициент сопротивляемости именно для вашего материала. Если же этого нет, тогда идем в интернет и ищем максимально похожий материал, из которого у вас построен уже дом. У меня это пеноблок, документов уже, конечно, ничего не найти, соответственно, ищем пеноблок. В общем, смотрим по коэффициентам. Дело в том, что пеноблок, так же как и газоблок, у него коэффициент, так же как и у утеплителей, зависит напрямую от плотности его. Смотрим, выбираем из таблицы наш. У меня D500, это 0,12 коэффициент именно моего материала стен. Записываем. На основе моего дома стены у меня на 300 мм. Все расчеты ведутся в метрах, поэтому мы вводим 0,3 и делим на коэффициент.
пеноблока нашей плотности. И получаем коэффициент 2,5. Это коэффициент теплосопротивляемости именно моей стены, из которого она состоит, из пеноблока плотностью D500. Но здесь есть нюанс, о котором я маленько расскажу дальше. Коэффициент стены мы узнали. Нам нужен коэффициент для комфортного проживания именно в нашем регионе 3,57, я напоминаю. У нас стена получилась 2,5. Соответственно, у нас не достает. Нам сейчас нужно узнать, какой коэффициент не достает для нашей стены. Для этого из 3,57 мы вычитаем 2,5. Все, мы узнали коэффициент недостающий для именно нашей стены, именно в нашем регионе. Теперь мы едем выбирать утеплитель. Определяемся с утеплителем. К примеру, возьмем минеральную вату. И на этом утеплителе, как на картинке, находим ярлычок. Или берем сертификаты на него, или на самом утеплителе. На каждом утеплителе есть вот такая наклейка с основными характеристиками по утеплителю. Неважно, пенопласт там какой-либо будет, там, или вата базальтовая, минеральная, там, стекловата. На каждом утеплителе эти характеристики есть. Там указана плотность утеплителя, основные, толщина и теплопроводность его. Ищем коэффициент теплопроводности именно вот этого утеплителя, которого вы собрались покупать, а не похожего. Потому что может быть минеральная вата, название, рядом на полке будет лежать совершенно другой производитель, и коэффициент теплопроводности может быть отличаться. Как можем на картинку увидеть, коэффициент 0,044, плохо видно, конечно. Наш недостающий коэффициент 1,07 умножаем 0,044 равно. И получаем 0,047. В принципе, вот все, формула ясна, но так как у нас нужно опять перевести в метры, умножаем для удобства на 100 и получаем 4 сантиметра 70 миллиметров в районе 5 сантиметров. В районе 5 сантиметров. Все, округляем всегда в большую сторону. Значит, 5 сантиметров утеплителя нам понадобится для утепления именно стены из пеноблока плотностью D500 с коэффициентом 0,12. И именно в Свердловской области, то есть у нас в регионе. Почему всегда в большую сторону? Может коэффициент получиться 87, там, 8,7, допустим, сантиметров по окончанию. Нужно до 10 увеличить. Почему? Потому что мы никогда точно не можем высчитать. Это первый момент. У нас потери есть на окна, на двери. И также момент такой, что мы высчитывали с вами коэффициент именно блока, а не стены. Так как стена ложится, клеится в складочную смесь или на клей, а это мостики холода, их очень много, соответственно, коэффициент самой стены уже как целой меняется. Чтобы предотвратить это, чтобы перестраховаться, соответственно, толщину мы закладываем всегда в большую сторону. Вот таким моментом, ребята, можно рассчитать правильно толщину утеплителя, именно выбранного вами утеплителя, а не как у соседа, у какого-то похожего. Также сразу появляется вопрос, а как же сделать чердачное утепление, то есть утепление потолка. Там же как таковой стены нету. Так вот, также вводим в поисковике коэффициент сопротивления потолка именно или потолочных перекрытий по городам. Если мы только что смотрели, коэффициент у нас стен был 3,57, то коэффициент потолка, условно называем потолка, 5,19. Почему так? Да потому что теплый воздух стремится всегда вверх, и сопротивление вверху, получается, потолочное перекрытие должно быть выше. Вот коэффициент у нас для чердачного перекрытия, для потолков 5,19. По отношению к стенам 3,57. Это у нас в Свердловской области. Что нужно с этим сделать? Так как у нас нет никакой основной стены, так как у нас там, если есть, то пароизоляция, грубо говоря, и черновой потолок подшива там из дюймовки или еще что-то, то я рекомендую в расчеты эти не брать, как пирог стены или какой-то ограждающей конструкции. Просто не учитывать внимание. Подбираем утеплитель. На основе этого же утеплителя с коэффициентом 0,047
0,44 минватта, допустим, то же самое будем использовать. Мы просто коэффициент 5,19 умножаем на коэффициент минватты, который мы нашли в магазине. Цифра уже ясна. 228, ну, для удобства умножаем на 100. Получаем 22 сантиметра, условно 23 сантиметра. Опять же, округляем до большей величины, то есть до 25 сантиметров. И нужно сделать утепление слоем в 25 сантиметров, ну 250 миллиметров. Все очень просто. Для потолка нужно искать свой коэффициент, нежели в отличие от стен. И не надо никакие расчеты вкладывать вот эти черновые потолки, подшивы, там какие-то пароизоляции. Они до того тоненькие, что смысла в них нет. Вот при таком раскладе вы, ребята, сможете качественно, грамотно сделать утепление своего дома, стен и там, потолков, чердаков, несмотря ни на каких соседей, несмотря в интернетах, не лазя там никаких средних показателей, и именно четко под именно свой утеплитель, свой материал стен, и именно в своем регионе. Вторая часть вопроса: нужно ли утепляться, столько заморочек. Утеплитель действительно дорогой, монтаж утеплителя тоже сейчас не дешевый, отделка, все это вроде как бы деньги. А почему бы не сразу не сделать просто толстую стену под коэффициент, который положен на нашем регионе, и радоваться жизни? Дело в том, что если, допустим, делать из энергоэффективных материалов, таких как газобетон, ячеистые бетоны, возможно, да, где-то рентабельно сделать стену чуть потолще и обойтись без утепления, к чему сейчас люди некоторые приходят. Но из других материалов, в которых коэффициент теплосопротивления довольно-таки высокий, и представляете, если сделать там метровую стену, это может в 2, а то и более будет затрат на материалы стен, там какие-то блоки, там кирпичи. Также получается удвоится работа, потому что люди с объемов будут брать, они в 2 раза будут класть этот объем блоков, соответственно, за работу цена возрастет. Ну и самый главный, наверное, критерий: нужно будет перерасчитывать нагрузку фундамента, делать другой фундамент, возможно, закладывать более дорогой фундамент обойдется, возможно, даже и другой тип фундамента. А в ряде случаев вообще не будет возможности построить здание, так как если сделать анализ грунта, он вам не позволит выдержать такую нагрузку на вашем грунте. Тогда вообще нет возможности построить дома. Соответственно, какой выход? Делать стены, допустим, несущие там 30-40 сантиметров, 300-400 миллиметров, чтобы они держали конструктив, и потом добивать свой остаточный коэффициент просто утеплением. Это дешевле, и это, по крайней мере, есть возможность построиться. Вот для чего им нужно утепление. Все, друзья, всем пока. Надеюсь, ролик был интересный и полезен. С вас пальцы вверх, обязательно подписывайтесь, пишите комментарии. Все, всем удачи.